Итак, ребят, всем привет! Кто в эфире, отпишитесь, пожалуйста, как качество видео и звука. Добрый вечер. Как по звуку? Всем слышно, видно. Хорошо. Ребят, сегодня будет недолго. Вообще это не запланировано. Но последние часа два меня, в общем, садили сделать прямым эфиром это. Что будем смотреть сегодня, я не знаю. Точнее, я догадываюсь, что будем смотреть. Во-первых, все вы прекрасно знаете, что мы вошли в коридор затмений. Он будет не таким, как обычно бывали коридоры затмений до этого момента. Каждый из нас абсолютно без исключения будет знакомиться, давайте скажем так, со своим 15-м арканом. Каждому дано будет ровно столько, сколько ему нужно для того, чтобы поднять свои вибрации. Это если коротко. Показывает, что кто-то из вас к наставнику обращался. Или, во всяком случае, к кому-то вы прислушиваетесь. Так, в общем, по коридору затмений каждому дано будет не больше, не меньше, чем то, что вы должны и можете пережить. Чем больше аналитического склада в вашем разуме, чем больше понимания и подвижности в том, как состоит этот мир, тем легче вы его пройдете. Это если совсем коротко. Ну и давайте сейчас посмотрим, что хотят передать. Долго затягивать не хочу. Как обычно у нас эфиры почти по 2 часа. Сегодня, надеюсь, такого не будет. Постараюсь побыстрее. Что сказать хотят, вообще без понятий. Использую я сегодня Таро Веретника. И именно ту колоду, которую я использую на погосте, в ритуалах. Ну, короче, подделка которая. Еще хотела сказать по коридору затмений, что то, что вы предпримете в этот период, то есть с чем вы выйдете из него, предопределит смысл и направленность вашей жизни на следующие 18 лет. То есть что-либо исправить в течение следующих 18 лет будет невозможно. Здравствуйте. Итак, ребята, вариант общий, не будет вариантов, не знаю, что, к чему и как. Поехали. Первая карта — отомщение. Но тут либо вам, либо вы. Смотрим дальше. Кто-то отправлял обратно здесь через кладбище. Ни больше, ни меньше. Причем то, что делать, вам было дано свыше, высшими силами. И, видимо, вы уходили от ситуации, где люди вас, давайте скажем так, если коротко, предавали. Здесь могут быть и треугольники, но не именно любятина. Здесь треугольники по жизни. Когда, допустим, вы в сотрудничестве с кем-то и не подозреваете, что этот человек, ну, давайте так, держим нож за вашей спиной. То есть у него есть еще обводные каналы и отходные пути. Либо это было, и вы прощаетесь с этой ситуацией, смотрите сами по вашему состоянию.
И сейчас я хочу поковырять немножечко эту ситуацию. Давайте по поводу отомщения. Вы очень долго проявляли некое сострадание и к людям, которые вас вводили в эту ситуацию. Так, ребята, отпишитесь, пожалуйста, что по видео. Потому что у меня что-то с видео случилось. Идет ли трансляция? Все хорошо, да? И слышите вы меня тоже прекрасно. Значит, это у меня тут свои маневры. Значит так, продолжаем. К этому человеку, либо к этим людям вы проявляли некое сострадание, либо, знаете, была позиция, восстановилась, да, все-таки. Вот мне интересно, вы видите то же, что я вижу, понимаете, ролик сам не идет, то есть вы не видите, что происходит. Или же все-таки видите расклад карт? Отпишитесь мне, пожалуйста, или я просто перезапущу все. Все отлично. Ну, раз отлично, значит отлично. Ну, будет не без проблем. Это однозначно. Вот, по-моему, у меня уже восстановилось. Значит так, буду я продолжать. Секунду, я все-таки посмотрю, что по камере. Да нет, все нормально уже, да. Значит так, долго вы проявляли сострадание к этим людям. Либо люди были разные, ситуации были похожи. Вы проходили как будто один и тот же урок. Антураж менялся. Из-за лицемерия этих людей, давайте так скажу, у вас была очень часто пробита 4-я чакра, сердечная. И некоторые из вас даже болели. То есть здесь эти люди действовали на вас с помощью темных сил. Вот этим людям пошло отомщение. В зависимости от того, кто что из вас сделал вчера, либо собирается предпринять, может, для кого-то это все будет подсказкой. Смотрите уже по своей, опять же, таки ситуации. И знаете, что я вам хочу еще сказать? Эти люди попробуют как-то на вашу жалость надавить. Вы, возможно, думали, пройдет время, а Всевышний как бы сам все порешает. Тут такая позиция как-то не прокатывала у вас. И в итоге вы начали уже действовать и прокачивать себя. Так вот, время, видимо, вашего сострадания подошло к логическому завершению. Уже оттерпели свое, просто задолбались, видимо, это делать. И вот те, кто лицемерил по отношению к вам, сейчас будут болеть.
И отомщение пошло, видимо, болезнью для кого-то конкретно из ваших недоброжелателей. По поводу умрет, многие умрут. До 25-го года, поверьте мне, останутся лишь те, кто способен переходить дальше в другие измерения энергетические с этой планетой. Ни больше, ни меньше. Я вам еще хочу сказать, ребята, запомните одну вещь, в зависимости от того, что я вижу здесь по картам. На самой планете Земля очень малое количество практиков, которые действительно знают, как снять человека с поезда. Эти знания, реальные знания, принадлежат довольно-таки немногим. Поэтому, если вы думаете, что вы отправляли обраты и это ваша заслуга, увы, это не так. Это означает, что человек, ваш недоброжелатель, в свое время встал на путь деградации, возможно, даже после вас, да, как говорится, споткнулся об вас, и вот таких спотыканий у него было очень много по жизни. И он накопил определенный пласт деструктива, с которым либо справиться в это затмение, либо его настолько много, там в зависимости от того, сколько лет, какой период, да, человек в этом пребывал. Ну а если не справится, он будет справляться уже в иных измерениях с этой задачей. Поэтому не думайте, что вы в состоянии кого-то там свести в могилу. Могут допустить определенные энергии до вас, но это лишь в том случае, если вам суждено это проработать. То есть, если вы можете преодолеть порог смерти и вернуться обратно, ровно это и случится. Если вам это не надо, значит, это с вами не случится. Ну а кто-то будет преодолевать его только с билетом в один конец. Вот так. Карта приговора выпадает. Я ее еще раз смотрю. Сегодня я необычно буду смотреть на этой колоде. Хочу посмотреть по поводу карты колдовства. Раз уже так пошло. Ладно, выпали этим, потом рассмотрим. Пола, да ёшкин ты ежик, ты посмотри, что делается. Мир мертвых очень интересно хочет пообщаться. Итак, давайте посмотрим по поводу колдовства. Я так предполагаю, это с вашей стороны или с ваших недоброжелателей. Сейчас посмотрим. Но здесь ваши недоброжелатели работали. Они не могли не упустить этот коридор затмения однозначно. Хотя у кого хватало разума, ну уже им подкинули к этому моменту, те посидели бы и почесали свою голову и подумали, прежде чем дергаться дальше. Смотрите, здесь были проклятия в вашу сторону с целью сломить вашу волю. Кого-то конкретно свести в могилу, да. Есть такой момент. Там воздействие на психику, идут мороки, комплекс передач накладывается. И получается так, что человек сам туда хочет уйти. Но я так смотрю, что здесь разочарование у людей, потому что у них не получилось это сделать. Для некоторых здесь я хочу сказать, ребят, что очень давно вам это делали. Для кого-то давно эти программы были насланы. Для кого-то, вот знаете, периодически подделывали это все. У кого-то из ваших недоброжелателей последний рубеж будет в 4 стенах.
4 угла. 4 угла, везде, где есть 4 угла, вот там и будет последний рубеж. И это все из-за того, что человек делал определенный выбор в своей жизни. Итак, по карте колдовства мы разобрались. Разочарованы, да, видимо, не ложится, вы живете, защиты не рушатся. Возможно, раньше рушились, да. А теперь у вас они стоят и не шелохнутся. Давайте посмотрим, что с вашей стороны там по карте колдовства. Мне интересно. Либо кому-то обращались, кто-то вам что-то советовал, как работать с темными, либо же вы сами вышли на сотрудничество с темными. Некоторые моменты вас смущали. Еще у вас не стопроцентное доверие пространству идет. И по поводу работы с темными я повторюсь еще раз, для тех, кто не в курсе. Темные будут всегда в нашей жизни. Каждый день. Эти энергии идут с нами и светлыми энергиями рука об руку и сталкиваются внутри нас. Мы как граница, на которой они встречаются. Каждый из нас. Так вот, вы чего-то, видимо, ожидали или просили подсказок. И вот темные вам как будто дали их. Потому что здесь еще вот эта карта выпадает, здесь 6-я чакра задействована. У кого-то во сне, у кого-то во время медитаций. Ну а те, кто уже параллельные миры видит даже на физике, даже когда вы кушаете или просто куда-то идете и считываете поток, значит для вас это даже так могло проиграться. И смотрите по поводу темных. Вот сейчас чем знаменателен этот коридор затмений, тем, что темные, они будут сотрудничать, как и сотрудничали раньше. Но те, кто уже поднял себя на более высокие вибрации, у вас будет у некоторых, здесь уже смотрят те, которые сделали этот выбор. Но и тем не менее, люди, которые не хотят сотрудничать с темными, вас закроют светлые. То есть это ваша воля. Но момент того, что темные будут вашу судьбу продвигать события, с помощью которых вы должны будете поднимать свои вибрации, никто не отменяет. Те, кто уже сотрудничают с темными на иных планах, это астрал, это тот же ментал и выше. Я вам хочу сказать следующее. Если вы не готовы прорабатывать себя, если вы не готовы проходить кармический урок, начиная с 15 минут, заканчивая 24 часами, не затягивать это на года, тогда да, тогда сотрудничайте, потому что работа с темными поднимет все ваши страхи наружу. Именно этот коридор затмений. Он просто выполощет вас. И работа с темными, в первую очередь показывает вам, что вы многогранны. Понимаете, некоторые вещи не нужно воспринимать буквально, некоторые нужно уточнять. В общем, у каждого по-разному человека это проходит. Это что касаемо по ним, хотелось мне вам сказать. То есть не думайте, что вы пришли, закажете, и они сделают. Нет. Истинное сотрудничество с темными предполагает проработку себя и, давайте я так скажу, многофункциональность и многоразвитость вашего мышления, видения на ментале. Вы должны видеть кубик со всех 6 граней, хотя на самом деле у нашей планеты далеко не кубик, и там далеко не 6 граней. Вот так вот. Вот если вы не готовы
значит не лезьте. Потому что эта мясорубка вас зарубит. Еще момент по коридору затмений. Темных допускают к сотрудничеству только к тем людям, которые к этому готовы. У которых достаточное количество понимания, или хотя бы они открыты новым знаниям и восприятию того, чего в априори не учили в школе. Из области «пока не увижу, не поверю», здесь такое не прокатит. Тебе могут показать, но будешь ли ты готов со своей психикой к этому, это уже, как говорится, вопрос 50-й. И еще такой момент. Темные работают с сильными личностями, действительно сотрудничают. Но любой человек имеет свойство как подниматься, так и скатываться по вибрациям. Вопрос в том, чтобы этот скат не был долгим. Иначе темные начинают пожирать, и отсюда начинаются проблемы по типу «я вершитель судеб», по типу «я здесь беру то, что хочу». Для сравнения ситуация в Казани. Но это, знаете, это очень грубо, потому что там абсолютно другие моменты происходили с человеком. И сейчас не об этом. Но смысл вы уловили, да? Помните, когда было заявление с его стороны, что я Бог, и вы мне должны поклоняться. Вот этот уровень может захватить каждого, кто не справится с управлением в работе с темными. Поэтому, если вы пока не готовы, тормозите. Вот так вот. Пока здесь все понятно, черкните мне. Сегодня много будет именно теории. Я вижу, что здесь вам помогли. Именно темные помогли. Да, вы долго сомневались, либо чего-то вы ждали. И что-то вы сделали. Они вам реально помогли. Они вам дали ключ. У каждого этот ключ будет разный. Опять же таки, у каждого путь осознания этого мира, который другие называют магией, идет по-разному. Эта магия есть в каждом из нас. Вопрос, мы это предаем, либо мы к этому стремимся. Ни больше, ни меньше. В общем, в том, что вы делали на затмение, то есть вчера вам помогли. Причем помогали темные. По вам я вижу, что в принципе то, что я и описала. Здесь проработка 15-го аркана, но я хочу сказать, что у каждого, конечно, может быть уровень разный, но с учетом того, что следующая карта Пакоста идет, здесь уже не детский сад и даже не ясли явно, и не первый класс, кто в практике, в потоке, кто осознает, что этот мир из себя представляет, не только материальный мир, который нам навязан, да, веками. Мир многогранен, он состоит из многих вещей и потоков, и энергий. И то, что многие называют магией, и есть наша планета Земля на самом деле. Итак, по ГОСТу. Сейчас, я так понимаю, мы легенько пробежимся по моментам. Почему? Потому что у многих есть вопросы, но почему я не пишу пока расклады? Торопиться никто никуда не будет. Все, кто работают, прекрасно понимают в этом направлении, что для энергии необходимо время. И именно в этом вопросе спешка – это последнее, что нужно делать. Смотрите, кто работал на кладбище, здесь именно об этом. Вас закрывали, хочу посмотреть, что. Здесь на вас делали переклады, переклады нищеты, переклады по здоровью, переклады со своих детей. Опять же таки, пример элементарный. Вы смотрите по своей ситуации. Бывший муж, допустим, ни черта не получается, жизнь под откос, ушел в бухарство. Его мамаша или его там какая-то бабенция переклады кидает на ваших детей и на вас, его вещей. Поняли, это алкоголизм и по здоровью там все эти проблемы.
Вот этим вы были как будто бы закрыты. Вот этими всеми, не счету на вас, а ему, чтобы поток шел, поняли, да? Но у вас тут идет новая жизнь. Сейчас посмотрю, что за замкнутость. Многие из вас какую-то новость получили о том, что вас закрывали. И, видимо, эта новость привела к вашему обнулению. То есть, да, и вы приняли решение. Вас как всколыхнули. Это эти же темные допустили к вам определенную информацию, дабы вы начали понемногу открывать глазки свои и видеть, как на самом деле обстоят дела. И вы пошли, вы приняли решение, о чем я уже говорила вот до этого. И пошли делать то, что вам подсказали. Да, некоторое смятение было, вы ожидали каких-то, видимо, пинков определенных. Для кого-то они явно пришли, но те, кто вам подсказывали, там духи уже серьезной иерархии идут. Это не означает, что это там по-темному, да? Там могут быть ангелы и свыше. Причем в каждом ангеле есть две ипостаси, как в любом боге. И вот мы, люди, должны наконец-то вспомнить, как это, когда мы умеем объединять эти две ипостаси внутри себя, не закрываясь от одной или от второй. От первой мы закрываемся, от темной, когда мы хотим для всех быть хорошими. Это опять же таки детско-психологические травмы и комплексы. Второе, в принципе, та же ерунда, только с другой стороны, другой реверс к монеты идет, когда люди не хотят проявлять нежности, заботы, искренности, открывать свое сердце, дабы бояться быть уязвимы. То есть, в принципе, мир сейчас поделен на два этих долбанных лагеря. Грубо говоря, для обывателей. Для всех, кто в потоке, вы прекрасно видите, что происходит. И здесь к вам могли выйти такие божества, которые, к примеру, я говорю, управляют планетами. Те, кто в теме, прекрасно понимаете, что наши планеты, которые нас окружают, это не просто шарики. Это и есть божества. В общем, кому надо, вы начнете вникать в это. Так что здесь у вас новая жизнь. Если коротко, то вот так вот. Кто переживал по поводу того, что вы делали, это для тех, кто реально принимал какое-то серьезное решение в плане того, чтобы проработать свой 15-й и реально уже, так, знаете, финально послать легионы на отомщение вашим недоброжелателям. Дабы просто по меньшей мере никто не лез в ваше пространство. Ну, сплетен вокруг вас много. Без этого никак. Да, здесь вам показали прямо дары вашей судьбы. Вот здесь работа с 6-й чакрой, с менталом, с астралом. О том, что дары судьбы ваши забирались с помощью подлости. И вы получили откровение по этому поводу. Кого-то из вас могло просто запаять, раздавать свое кому-то. И вы перекрыли это все. И правильно сделали. Вы не обязаны быть дойной коровой и терпеть нападки в вашу сторону. Тем более здесь люди по вам работали через кладбище, ломали вам волю. Ну, если вам ломают волю методом, знаете, как мороков, когда вы реально думаете о том, что жить не стоит, отправляете точно такое же. Кто этого еще не понял, кто играет в добрую фею, это ваш путь. Но вас рано или поздно выведут именно к этому. Пока вы не ответите ровно таким же, что делали вам, вы так и будете жить терпилой всю свою жизнь. Но, принимая вот эти решения, вы должны четко отдавать себе отчет, что только вы несете ответственность, и только вам жить с тем, что вы примете, да, и что сделаете и совершите. Это не продать. Это не залечить,
Это никто из вас не достанет. И только вам реально с этим жить. У кого-то здесь финансовый канал, но это самое малое. У кого-то возможность забеременеть, у кого-то возможность встретить свою вторую половину, понимаете? Кого-то здесь закрывали просто. У кого-то здесь связь с родом воровали. И причем это те люди, к которым вы реально хорошо относились. А они на вас всегда смотрели свысока, хотя, по сути дела, они ничего из себя не представляют, если уже считают себя выше других. Все мы родились и вылезли из одного места, и все мы уходим, сами знаете, куда, в землю, да? Грубо говоря, если брать по физическому миру. Так что вот так вот. Теперь следующая карта идет духовность. Вам вот здесь отсвечивает вот это. Здесь у вас идет как победа над самим собой. Понимаете, есть момент, когда вы перевернули свое мировоззрение. Вот здесь реально у кого-то глобальная трансформация, зачистка пошла даже еще до затмения. Сейчас скажу, дня за 3-4 начиналось это. Для кого-то за 2, для кого-то за сутки. У каждого может быть по-разному. В зависимости от того, сколько вы должны были пройти трансформации на определенных этажах, давайте я так скажу, энергий. Что по вашей духовности? Здесь знаете как, еще момент на ваши целеустремления, на ваши победы. Подселенцы были. Причем человеком, который очень зависит от мнения окружающих. Здесь пытались вам 4-ю чакру пробить по чувствам, по сердцу. И, кстати, с этим человеком вы можете быть на расстоянии. Еще второй вариант может такое быть, что теперь этот ваш недоброжелатель в таком положении, и возле него подселенцы. Очень интересно. Сейчас я все-таки это рассмотрю еще под другим моментом. Да, ребят, мне показывают ситуация, которая была еще до затмения. Ее раскручивали в этот период до затмения. Некоторые из вас просто жили своей жизнью, понимаете? И здесь «здравствуйте» прилетает. Прилетает, потому что у людей нет собственной жизни, потому что они очень завидуют тому, кем стали теперь вы. Только из-за этого вот эти все теребоньканья. Здесь я вам хочу сказать, что вам дал подсказку, о которой я говорила уже, да, ранее. Наставник, который пришел через ваших предков. И у вас пошла трансформация, у вас пошло повышение вибраций. У вас очень хорошие защиты стоят от темных. Причем она не одна. Эти защиты дали вам знать, что на вас идут нападения. Но дело в том, что здесь
ваших недоброжелателей такая ситуация. Смотрите, ребят, недоброжелатели, они не понимают, почему не срабатывают их технологии, почему они не могут подобрать ключ к вашим защитам. Потому что те, кто сюда, вот сами смотрите, резонирует с вами или нет, или вы еще где-то в процессе, где-то в середине. Но буду озвучивать то, что я здесь вижу. Кому-то это должно быть вложено в ушки. На ваших защитах стоят такие силы, которых ваши Давайте скажем так, не каждый практик, их единицы, которые могут увидеть те силы, которые стоят на ваших защитах. Таких практиков в мире единицы. И поверьте мне, вы хрен их найдете. Они живут абсолютно другим методом и другим образом жизни. И дело в том, что у вас агрессивные защиты. Когда только идет какая-то, просто в вашу сторону идет, даже помысел в башке у человека сложилось, или там зависть, или проклятие, или там шепотки вот эти бредовые на ветер. Я вам хочу сказать так, ваша защита мгновенно реагирует тем, что дает обраты. И нападает на любого человека, который несет вам деструктив. Такую роскошь имеет не каждый. Почему так происходит? Потому что здесь вы дали понять высшим силам, сами себе, низшим силам, что вы готовы идти на повышение, давайте скажем так, квалификации вашей души. Поэтому вы защищены и ограждены. Если до вас что-то долетает, то это только для того, чтобы вас понемножечку прокачивать. Сейчас все скажу. Дальше показывают, потоки переплетаются. Значит так, первое. Для кого-то это ваши планы. Для кого-то это связь с вашим родом, да, когда вы только стали на вибрации, в поток, перед потоком еще идете. Для кого-то это ваши дети. Куда-то вам нужно вашего ребенка свозить. Причем те, кто поняли меня сейчас, и у вас резонировало, вы уже знаете, куда вы его будете вести или к кому. Или же здесь просто будет чистка ребенка или своего дела, поняли меня, да? Потому что здесь люди не могут добраться до вас, будут действовать через детей. Ну и вот здесь, как говорится, для большинства земля вам да будет пухом, если они рыпнутся. Молниеносно, причем знают они об этом, верят, не верят, мне насрано. Я констатирую факт. И здесь мне показывают, уже понимаете, здесь уже... И дальше мне показывают почему-то вашего недоброжелателя, что есть скрытый умысел отправить вам какую-то отраву. Причем знаете, что здесь что-то в дорогах может быть. И человек, этот недоброжелатель, является на данный момент уже узником своих искушений. Человек не может пройти трансформации. Человек залипает вот в этом 15-м, не проходя его.
Ребят, уточнила, для кого, по детям актуально. Здесь не один человек может работать. Ну, то есть бегает одна клуша, заказывает другой лох по жизни. И вот вам уже гвардия некоторая, да? Так вот, детей почистить, но там не совсем чистка нужна, понимаете? Там кое-что другое нужно. И оберег будет и есть на вашем ребенке. Знаете, что я вам хочу сказать? Вот когда-то, возможно, кто-то из вас только сейчас на этом пути, высшие силы дают такие качества, когда ваши недоброжелатели видят в вас белую овечку. При просмотре у любого таролога, к примеру, ну, овца овцой. И человек начинает атаковать. А вы являетесь просто неким капканом для вот этих темных сил. Знаете, как светлячок, на который вот летит эта бабочка, и потом так схлопываются все ресурсы у таких людей. Таким образом свет работает с тьмой. Но тьма человека просто так на этот свет тоже не толкает, ребят. Вот теперь, возможно, то же самое. Ваш ребенок тоже вибрации повышает следом за вами. И получается, что они думают, что он уязвим, а окажется, что ку-ку, здравствуйте. Будет неплохо так сработано в обрат, если полезут на ребенка. А там смотрите сами, если вы понимаете, что у вас дети сейчас реально под деструктивщиками, ну вот под темными силами, когда из родственников, вот, и даже могут не родственники, любые люди, у которых, ну, шиза кроет ряды, могут воздействие насылать. Может, сразу не так все хорошо по защитам будет, но будет улучшаться, улучшаться и улучшаться ситуация. Вот. И естественно, если вы будете в балансе и понимать, что вы делаете, для чего, когда и как. По вашему недоброжелателю я уже сказала, здесь человек узник своих же искушений. Здесь люди, знаете, говорят, вот падки на передок. Поверьте мне, шлюхи абсолютно все, как мужчины, так и женщины, которые не следят за своим передком. На энергетическом плане энергию срывает на раз-два. Защита и тому подобное. В общем, долго рассказывать об этом. Это я уже на личных, так сказать, индивидуальных курсах я это все объясняю и даю. Потому что здесь ни одного часа объяснений всему этому. Это даже просто по нижним чакрам я сейчас объясняю. Я не говорю за желание обладать всем баблом мира, когда мы воруем, предаем других людей, подставляем и тому подобное, рассказывая себе, что так живут многие. Нет, я еще раз повторюсь, обстоятельств не существует. Существует лишь ваш приоритет и выбор в нем. А все остальное это тупое оправдание и нежелание просто брать ответственность за свои решения. Мол, ой, так сложились обстоятельства. Нет, это ты создал эти обстоятельства, и ты их сотворил. Понимаете? Никто нас не заставляет носить неудобную обувь. Вот ваш недоброжелатель носит неудобную обувь и винит в этом весь мир. Хотя только сам он в этом и виноват. Что по недоброжелателям еще? Кто-то из них молится, защит просит, кто-то к ангелам обращается, кто-то заговоры читает на темных ангелов. Но они стоят на распутье, их сейчас ставят на жесткий выбор. По высшему суду, карта высшего суда.
По высшему суду либо ты отречешься от того, видимо, как, ну, от стиля жизни, мышления, либо тут ваш недоброжелатель сам под приворотом, еще и вам. Вот знаете, это цепь преемственности, я еще не определилась для себя, либо я просто закрытым кратким курсом это запишу. Возможно, даже несколько часов это будет у меня. Либо же я дам в общий доступ эту информацию, почему так происходит. Знаете, как можно это объяснить, если коротко? Вот люди, которые не прорабатывают себя и были обижены, начинают обижать других. Я думаю, вы в некотором плане меня поняли. То есть человек на вас делает, сам под приворотами сидит, выйти из этого не может, сидит в жертве. И вот высшие силы ему говорят, что либо, ну, ты тут либо выйдешь из этой ситуации, много обсуждает того, чего не нужно ваш недоброжелатель, много трепется и, видимо, все шашкой машет, мол, будет по-моему, отомщу. Я так поняла, что высшие силы дают момент, когда человек может... Что за отречение от чего? Здесь и обращаются, бегают, и чему-то якобы учатся кустарными методами, понимаете? Ой. Если у тебя нет потока, либо тебя... Давайте так, ладно, поток это уже дело такое. Как говорится, к нему еще нужно прийти. Если тебя не ведет твой род, то хоть я не знаю, что делать, а ничего не поможет. Здесь высшие силы стоят и следят за этой ситуацией. Отречется ли человек от всякой вот, ну, гнили, которую он делал? Причем очень много чего обсуждается вверху по поводу, я так предполагаю, понимаете, человек еще стоит на распутье, либо его вот-вот поставят, а высшие силы уже знают, что будет, они простраивают несколько веток его судьбы при том или ином его выборе в жизни. И там вне зависимости от того, что себе каждый напредставляет, будет ровно то, что решат высшие, и никак иначе. Защит хотят. От чего защит? Вы же сами это все вызывали. Вы над собой не работали. Вы только пользовались. А чем вам отдавать, если вы пустышки? Что эти темные с вас могут взять? Они вас будут жрать до тех пор, пока вы не начнете вверх ползти, карабкаться зубами, чем хотите. А не захотите, ну, значит, вздыхайте, да и все, и не занимайте место. Здесь все очень лаконично и просто. Итак, хочу посмотреть по тем картам, которые выпали. Интересно, конечно, сегодня. Интересно. Тарам-пам-пам. Здесь, получается, карта приговора выпала. Сразу. Здесь хотят вашу удачу забрать. Хотят забрать через неупокоенных вашу удачу, сразу же получают приговоры. Вот понимаете, сейчас, секунду. Большинство сейчас людей, которые не справляются с 15-м, со своей теневой стороной, они
либо слишком в нее погружены, не по праву, понимаете? У них нет вибраций достаточных. Они вот только что-то сделают, им летит обратно все. Знаете, на что они это списывают? Эта жизнь такая, это черная и белая полоса, чуть-чуть не свезло. Они даже не отстреливаются, что им сразу же отлетает. Они не хотят в это верить. Вот так вот. Так, что для вас конкретно карта приговора? От вас закрывают всех ваших предателей, которые слишком рьяно выпрашивают то у низших, то у высших сил. Видимо, то туда бегут, то туда, там раздвоение личности, биполярочка. И уже, знаете, в агонии метаются. Сегодня в храм побегут, свечечки поставят, прощения попросят. Завтра на кладбище побегут поделать, понимаете? Ну, паника, агония внутри у человека, даже там уже не человек, а в остатках души идет агония, потому что, знаете, как говорится, определенным местом все мы чувствуем, когда что-то грядет. Понимаете? Все, абсолютно все. Так вот, ваш персонаж... Не один тут. Они каждый по-своему знают, что близится то, что исправить уже будет невозможно никогда. Дайте времени набрать обороты. Все, что касается вашей удачи, по любому вопросу, все это будет исцелено. Но для кого-то здесь нужно будет еще поработать. Кто-то только просыпается и выводит себя на высокие вибрации. Знаете, как я вам хочу сказать? Были времена, когда ваши недоброжелатели, допустим, завидовали вашему остроумию. Потом шли времена, все менялось, вы, они, мир вокруг. И получается, что они уже начали завидовать, там, какие у вас вкусы, какие у вас приоритеты, повторять, допустим, или ваши шутки, или смотреть, что вы читаете, повторять за вами, повторять ваши фразы. У вас услышали, побежали кому-то, выдали за свое, чтобы казаться умным. Понимаете, в моем случае вообще была ситуация, ну, из ряда вон выходящая. А что у вас есть? И нам такое надо. Понимаете? То есть, ну, там вообще печалька страшная в головушках таких людей. Они знать не знают, где они сами внутри, что они из себя представляют. Понимаете? Потом шло время дальше. Вот, я хочу такую семью, как у тебя. Ой, таких детей, как у тебя. А теперь знаете, какой уровень? Ну ни хрена себе, я хочу все то, что знаешь ты. Как это с тобой вот так вот общаются высшие силы? Да вот так вот, дружище, ты пока несколько лет и подружка, у кого как, ребят. Ты что последние года делал? Деградировал? В свое рыло жил? По кладбищам гонял? Ну окей. А я в поток входила. А я с предками сотрудничала, не со всякой, куда как бы лезть не стоит. По феншую, как говорится, все прошло. Постепенно. Понимаете, то есть уровень охуевания, извините меня, вот теперь власти вашей надо. Я вам хочу сказать так, это такие твари, которых засыпь золотом, а им, сука, будет мало. Понимаете, они всегда будут хотеть то, что есть у вас. Хотя у каждого из нас свой трон.
Я это говорила всегда. Когда ты начинаешь получать это все и работать над собой, когда ты видишь, сколько еще нужно преодолеть, сделать и куда тебе есть стремиться, а пределу абсолютно не существует, понимаете? У тебя просто, не будет хватать времени на то, чтобы кому-то делать гадости, кому-то завидовать. И, честно сказать, вот по себе я это сужу, даже нет времени думать о ком-то. Потому что ты используешь каждую минуту своей жизни рационально. Используй в первую очередь для себя. Здесь очень большая жадность на те знания, которые у вас есть, потому что люди вас коронуют. А большинство из вас, понимаете, я хочу сказать так, что каждый человек, который поднимается по своим вибрациям, ему показывают то, что ждет его дальше и куда ему дальше можно стремиться. И когда ты получаешь определенный виток знаний тех же, да, первое время ты как бы, ой, хорошо, прикольно. И следующий пункт у тебя такой, твою мать, сколько же еще надо сделать, чтобы на следующую ступень наступить. Ваши недоброжелатели этого, они даже не догоняют, как это все устроено, понимаете? Они думают, что это так, хопа, и оно появилось, что вы себе наколдовали. Ну, дружище, если ты так думаешь, вот теперь тебе следующие 18 лет твоей жизни, и то, если кто-то доживет до этого конца года еще. Тут такой момент тонкий. Вот, вперед, как говорится, такой же тропой тебя будут вести к твоему только трону. Чужой трон, не захочешь красть, когда начнешь свой полировать, вот понимаете? Просто некогда будет. Зависим человека аж кидает, я вам хочу сказать. Там аж белочка до трясучки. Как это так? Они же там из знатного рода, как они считают. Сейчас буду озвучивать карты по названиям, кто не вникает в Таро веретника, либо кто с ним не работает. Договор, покаяние, благополучие, лжец, расплата, замутнение разума. Обрат пойдет колоссальный, это во-первых. За те договора, которые человек заключал. Здесь человек, который лжет и высшим, и низшим силам. Он хочет обдурить всю вселенную, он считает себя умным. Я хочу сказать так, ребята. Даже если в вас войдет самый блатной демон по иерархии, это всего лишь звено в очень большом механизме. То есть, по сути дела, это звено всегда можно заменить другим демоном. Так что не обольщайтесь. Вот реально обольщаться нечему, поверьте мне. Человек якобы кается, понимаете, благополучия хочет. Не будет благополучия, ты его исчерпал. Эти люди реально эти года просто черпали в большой кредит то, на что не имели права, то, чего не заработали. Они просто пользовались чужими ресурсами. У кого-то крали красоту, у кого-то здоровье, у кого-то возможность родить детей. Кому-то гадили на своих же детей, бывало, на своих же внуков. Все это как бы в порядке вещей для таких персонажей. Они считали, что они по справедливости это делают. И еще момент по поводу детей. Наткнулась недавно на такую фразу в одном из форумов, что насмерть ребенку делать. Мол, за детей не наказывают так же, карму можно обойти, детей, срубить легче, у них энергетика легкая. Так вот, ребят, причина того, что мир меняется, как раз и являются дети. Но я сейчас объясню, в каком контексте. Люди на данном этапе перестали уважать самый главный закон мироздания – ценить жизнь. Понимаете?
И, допустим, убивать друг друга это одно, но когда ты убиваешь будущее, а будущее только в детях, старики как бы не умеют у нас, да, телепортироваться и омоложаться. Поэтому вот как-то так. За детей и бьют. Особенно за детей тех людей, которые выводят себя по вибрациям. Почему? Потому что дети это продолжение родовой структуры. И получается, если кто-то из вашего рода, у вас общая кровь через детей, во-первых, он сам на себя делает, на ребенке просто разворот идет. Со временем вот это не достает даже ребенка. И запомните, у родовой системы, родовая система вообще у каждого рода, это очень прохаванные души. И поверьте мне, то, насколько у них рыночные отношения развиты, нашей экономике еще очень далеко. Они всегда будут делать ставки на будущее. Понимаете? И тот, кто выводит род в плюс, всегда будет у них в почете. А тот, кто тянет родовую систему в минус, не в это время, ребята. Вот вообще не в это время. Так что я вам хочу сказать, что вот здесь расклад мне показано больше, чтобы информации я дала, которая мне пришла, да, сегодня, именно, чтобы я ее дала вам в пользование. И здесь еще, ребята, я понимаю, что кто-то из вас, да, пошел в сотрудничество, и знаете, как вот это вот, типа совесть, да, или что-то там. Вы сомневались. Вы сомневались, вы очень долго думали, да или нет. Здесь да. Здесь да, здесь вам зеленый свет был дан. И вы это увидели и услышали. Только так. Ну, я не знаю, ну, люди, которые, понимаете, уже под сущами, они подумают, что да, им разрешили кого-то убивать, бежать, делать это, понимаете? Такие люди не понимают, что ни до хрена чего не понимают. И бегут, делают. Как я уже объясняла, убив человека, ты не решишь проблему, потому что после смерти это ты еще не знаешь, что там за душа на самом деле. Она может сделать отработку за 5 лет, потом вернуться и просто стянуть всю твою родовую систему в тартар нахрен. Просто вот так поприкалываться. Поэтому нужно всегда думать, что вы делаете. Можно сделать куда элегантнее поступок, так, чтобы ваш недоброжелатель, ну, основательно понял, что ему не нужно делать то, что он делал. И поверьте мне, смерть это далеко, это очень легко, понимаете, это легко. Эти люди, они должны отработать здесь, в этом мире. Поэтому всегда им желайте жизни подольше. Только в конкретно, знаете, таких жестких отработочках, чтобы дошло. Чтобы жил и мечтал и просил у Всевышнего о смерти. Вот так вот. Итак, у кого есть вопросы, ребят, пишите. Еще чуть-чуть и будем завершать на сегодня. Хорошие карты падают, ребят, очень хорошие. Ожидайте, будет вам... Я и расклад запишу по поводу предков. Надо, чувствую, что нужно уже будет сделать. Здесь вам дадут ответы по поводу того, как накажут, кого и когда. Причем темные будут давать ответ. Для кого-то может приходить из мира мертвых души, не бойтесь. Мертвых вообще бояться не стоит, живых больше бойтесь.
Вопросов нет? Тогда напишите. Минусы киньте мне в чат, чтобы я понимала, что вопросов ни у кого нет. Только по факту сегодняшней тематики, то, о чем я говорила, а не он будет со мной или не будет. Не будет, блядь. Не знаю, Ночка, чем можно помочь ребенку. С каждым ребенком работа очень тонкая. Если вам актуально, обращайтесь в личку. И то не гарант. Есть много факторов, из-за которых я не имею права проходить ваш путь. Татьяна, не посмотрю, как прошли ваши чистки на индивидуальный расклад. Я только что сделала расклад в общей картине, как прошло все. Подсказок было предельно и даже чрезмерно дохуя. Извините меня. Девочки, я говорю последний раз по тематике того, о чем я сегодня говорила. Какая въебеня, блядь, работа? Да, Наталья, этот коридор не только вы ждали. Я несколько лет его ждала. Прекрасное время. На самом деле, для тех, кто поднимает вибрации свои, времена замечательные. Обнуление и ангел-хранитель закрывают колоду, поэтому здесь, ребята, многие из вас под защитами. Под защитами ваше начинание, ваши знания. Да, Татьяна, это может быть. Я же сказала, проработка 15-го аркана. Меняйте вектор, направленность этих эмоций. Не нужно бежать от деструктивных эмоций. Нужно их принять, пропустить и отпустить. И переключиться на следующее. Еще можно деструктивные энергии сублимировать, то есть минус пропускать и делать из него плюс. Я не знаю, Мила, во что вам лучше двинуться в этот момент. Я об этом говорила на раскладе. Много информации, что сейчас будет происходить в пространстве. У меня теперь будет более жесткое засеивание вот этих вот. Сказано по тематике. Если по тематике ни у кого больше нет, значит отлично. По 15-му аркану есть у кого-то вопросы? Знаете, по некоторым вопросам в чате я просто в шоке, я вам честно скажу. Здесь расклад о том, что некоторые люди сейчас будут в пропасть срываться. Ну да ладно, дело ваше. Татьяна, это для того, чтобы это сейчас все вам проработать, отпустить и двинуться в новые энергии. Это нормально. Сейчас это будет происходить у всех по поводу «вспомнилось то, что забыла». Вы не забыли, значит. По поводу вот этих россказней я простила и отпустила, или простила и отпустил. Люди очень коварные создания, мы не умеем прощать, мы помним все, особенно то, где нам сделали больно. В вашем случае я посмотрю и отпишусь, премудрая.
Все может быть. Сейчас может быть все абсолютно. Здесь карта предки на вас выпадает. Здесь предки сейчас работают. Терпите. Поэтому ничего плохого. А что вас смущает в вашем экзамене? Хорошо сдан. Не хотела карты портить красивые. Это по поводу, сдан ли ваш экзамен. Мила, вот вам я сейчас дам ответ, по которому я не отвечаю на ваши сообщения в личке. Заиграетесь, получите пиздюлей от темных. Коротко и ясно. И почему я не брала вас на индивидуальную даже консультацию. Вы ходите по краю обрыва сейчас. Мы все по нему ходим. Многие. Просто не заиграйтесь. Если к кому обращались или где-то что-то высмотрели, вычитали, повторили, то смотрите, недолго будете радоваться тому, что вы получили. Да, ваши недоброжелатели получат все, что им положено получить. Но есть фактор того, что вы заигрываетесь кое-где или можете заиграться и превратиться в ваших же недоброжелателей. Вот так вот. Вы должны сделать выбор в своей жизни. Если я вижу, что человек либо в низах сидит, либо хочет как-то что-то, чтобы ему легко далось, сразу говорю, проходите мимо меня. Со мной будет только пахота над собой. Те, кто были у меня на личных раскладах, прекрасно знают, как я полощу. Я не сюськаюсь, я вам не буду в ушки ванильную бяку заливать. Если вы обосрались, я вас тыкну в это говно. Каждого. И те, кто хотят вылезти из этого, те вылазят. Все остальные обиженками уходят и потом сплетни распускают. За сплетни тоже по башке получите. Я прекрасно знаю, что и кто говорит за моей спиной. Так что вот так вот, ребята. У многих через неупокоенных ожидайте исцеления вашей, прям новая жизнь у вас будет. Только не ждите, что гоп, хей, ла-ла-лей, и у нас в июне в кармане уже больше 1000 рублей, да? Нужно время для энергии. И естественно, лежа на диване вы не получите того, о чем вы мечтаете. Так что вот так вот, ребят. Да, Татьяна, абсолютно тонкая грань, я вам хочу сказать. Все должно идти...
как бы вам так сказать? Короче, не наладив нормальную связь с родом, бегай, не бегай, учись, не обучайся, читай, хоть обчитайся. Ничего не поможет. Легко поезду с рельс сойти, потому что сразу выходят темные, всегда выходят, сразу темные проверяют на вшивость, дают то, что ты хочешь, и отслеживают твои даже миллисекундные порывы мыслей. Мила, я говорю то, что я вижу. Если я ошибаюсь, я это признаю по истечении времени. Для меня это не будет вопросом. Но пока мой род говорит мне стоп и не брать вас, мне плевать, что кто думает и кто что скажет. До тех пор я не ошибаюсь, пока моя родовая система на вас ставит красный крестик и говорит нет, 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 пока нет. И еще есть такой фактор, что если человек недостаточно готов прорабатывать себя, обращается реально к хорошему практику, который по кодексу работает, этот практик берет часть вашей работы на себя. То есть проработки. Понимаете? Я никогда не буду верить ни одному слову, ни одной фразе людей. Я доверяю миру мертвых. Там не наебают. Так что вот так вот. Все, вопросов больше нет. По концовке я хочу сказать, что все равно для многих карты хорошие выходят. Многие работают с миром мертвых. Единственное, ребята, кодекс. Кодекс. И по поводу повышения вибраций, сотрудничества с темными. Когда вы с ними сотрудничаете, вы ходите на грани постоянно. Считайте, что вы идете по лезвию ножа каждую секунду. И порой цена принятия решения за 3 секунды, которые вы делаете, может либо очень помочь кому-то, либо кого-то очень поломать. Ответственность велика. Так, ребят, раз уже никто ничего не пишет, я с вами прощаюсь. Дальше будем смотреть, что будет с энергиями твориться. И под конец этого феерического шоу в июне, в определенные числа, я сделаю тоже либо ролик, либо прямую трансляцию по поводу того, чего же нахлебались наши недоброжелатели. Смотрите, открываю карту «Дары судьбы». Тут, понимаете, вот сегодня реально. Кстати, кто ставил себе защиту либо оберег по поводу... Вот именно что-то защитное, вообще классно поставили. Только кто-то сунется, расплата сразу же будет вашим недоброжелателям. И опять карта предки. Реально, как не хочешь. Вот понимаете, это вот сегодня четкий пример того, как из колоды Таро Веретника доставать хорошие карты. Да, это реально. Так. До свидания, Россия в полуфинале. Все вот эти личные перипетии, будем с ними прощаться в прямом эфире. Никому ничего я доказывать не обязана. С
учетом того, что я вас еще смотрела больше полугода назад, когда вы обращались. Как стояла ситуация, так и стоит. Да, Татьяна, на удивление, сегодня Таро Веретника показала очень много хороших аспектов. Чтобы так оно ложилось прям хорошо, это редко. Редко, довольно-таки редко бывает. Зачастую все равно в разных моментах бывает, знаете, так сказать, вторая сторона, где нужно, ну, поработать, либо поняли, да, что равноценный обмен был. Все, ребят, всех благодарю за внимание. Оставляйте ваши комментарии, кто доволен, кто недоволен, кто обижен, у кого пена у рта или еще что-то. Будет интересно почитать, ознакомиться. И еще момент такой, что личные консультации я возобновляю с понедельника. Кто-то мне писал, я помню. Кому надо по консультациям, с кем я договорилась, все в силе. Особенно на завтра. Все остальные девочки и мальчики, пожалуйста, в понедельник все это будет возобновлено. На сим я буду с вами завершать сегодняшнюю трансляцию. И по традиции желаю всем добра этого мира. Пока-пока.